Полтавская битва стала стратегическим переломом в Северной войне в пользу России. Непобедимая шведская армия была уничтожена. Конечно, огромную роль в сражении должно было сыграть вооружение, имеющееся у обеих войск. Начало 17 столетия – время господства линейной тактики. Гладкоствольные ружья составляли основу вооружения регулярной армии, характеризовались малой дальностью полета пули, низкой кучностью прицельной стрельбы и небольшой скорострельностью. Значимость холодного оружия в этот период была исключительно высока. Шел период перевооружения с багинета на штыки. Багинет – длинный и широкий нож с односторонним лезвием и рукояткой. Перед рукопашной схваткой вставлялся в дула, в итоге чего зарядить фузию ружье снова и продолжать стрельбу оказалось невозможно. Штык имел таким образом преимущество перед багинетом в рукопашном бою. Внедрение в армии штыка вместо багинета – элемент прогресса военного дела. Большинство рядового состава российской пехоты в годы Полтавской битвы имели гладкоствольные ружья с кремниевыми замками, фузии с габинетами или реже со штыками. В единичных случаях нарезное оружие – штуцеры. В полках имелись на вооружении трехфунтовые пушки, то есть ядра весили 3 фунта. Эти артиллерийские орудия обладали высокой подвижностью и скорострельностью. Некоторые полки были полностью перевооружены штыками еще до 1709 года. Ко времени же Полтавской битвы, насколько можно судить по имеющимся материалам, в пехоте хотя и имело место множество штыков, но преобладали багинеты. Вооружение шведской пехоты и кавалерии не имело принципиальное отличие от того, что имелось в вооружении российских войск. Полтавскую битву можно разделить на 2 этапа. Попытка шведов неожиданной атаки на русские укрепления редуты и основное сражение. Штурм редутов начался ранним утром 27 июня 1709 года, а вместе с ним и Полтавская битва. Несмотря на превосходящее количество российских войск, Карл XII считал шведскую армию непобедимой, а российскую неподготовленной для проведения таких боевых действий. Захват редутов был не такой простой задачей. Шведы потеряли около 3000 человек на подходах к основному сражению. Такие потери связаны с тактическими промахами генералов. Карл XII и его генералы не рассчитывали штурмовать редуты, ожидая пройти их через мертвые зоны. На деле же оказалось невозможным, а армии пришлось идти на штурм редутов. Редуты выполнили свою задачу и истощили шведскую армию, а российские войска вернулись на основные позиции. Наступление шведов началось в 9 часов утра. Построение в линию – это была излюбленная тактика Карла. Считалось, что если позволить шведам выстроиться такой порядок, то победить их невозможно. В результате артиллерийского обстрела, а также залпового стрелкового огня шведы в первые минуты понесли огромные потери. Наступательный строй был полностью разрушен. Началась паника и бегство. Случилось это в 11 часов утра. Армия Петра одержала полную победу.